Так, ну что же, наступил новый 2024 год, надо возвращаться к обзорам, надо с чего-то начинать. Начинать лучше с чего-то легкого, поэтому вот начнем, собственно, с модели звезды Су-27УБ, российский учебно-боевой самолет. Ну, собственно, УБ, оно это и означает учебно-боевой самолет, или же натовское название фланкер Си. Ну, если что, все Су-27 в натовской классификации это различные фланкеры. Собственно, что по модели. Вообще, Су-27, насколько я понимаю, у звезды существовали в двух линейках. Судя по всему, первая линейка, которая появилась, насколько я понимаю, в конце 90-х, начале 2000-х, это, я как понял, перепак Су-27 другого производителя, который звезда просто выпускала. И вот потом, в 2016 году, насколько я успел понять, у звезды появилась собственная разработка линейка Су-27 и машин на их базе, соответственно, вот эта конкретная модель Су-27УБ была выпущена в 2018 году. То есть, в принципе, модель относительно не старая. Ну, соответственно, оригинальные модели, которые не перепаки звезды, они гораздо более современные, по логике должны быть лучше. Что по прототипу? Да, сам самолет Су-27 это изначально, ну, если изначально, да, то есть тяжелый истребитель-бомбардировщик ударный. Работы по его созданию начались в конце 60-х, 70-х годах. Он разрабатывался как ответ на американскую разработку F-15. Помните, у нас был звездовский же F-15, древняя коробка перепака Толери, которая на не выпускается. Вот, соответственно, в Советском Союзе несколько конструкторских бюро на конкурсной основе работали над машиной, которую можно этому американскому истребителю противопоставить. Вот можно заметить, что в итоге, собственно, лучшим оказался проект КБ Сухого. Соответственно, видно, что по очертаниям самолет, ну, по компоновке, да, наверное, можно сказать, что какие-то общие принципы, наверное, имеет по построению с F-15. Но вообще тогда было принято решение глобальное, что выпускать в Советском Союзе, ну а потом в Российской Федерации, две машины: тяжелый истребитель Су-27 КБ Сухого и легкий истребитель, которые выпускали МиГ-29 КБ Микояна. Соответственно, по итогу машину довели до полетного состояния к 80-м годам, где-то в 85-х, по-моему, годах началось массовое производство, принятие на вооружение, и долгое время выпускали ее, по-моему, до 90-х, конца второй половины 90-х годов уже в Российской Федерации. Машина оказалась удачная, в целом высокие летные характеристики. Много рекордов на ней ставилось, выполнялись, даже изобретались новые фигуры высшего пилотажа, которые были возможны только на этой машине. Было разработано много машин на ее базе, то есть как и истребители, так и бомбардировщики, перехватчики, соответственно, ну там Су-34, например, известный истребитель-бомбардировщик Су-30, палубного базирования и так далее. Вот одна из модификаций была Су-27УБ, учебно-боевой самолет, который, собственно, отличался, ну, как большинство учебных самолетов, с паркой, то есть кабиной двухместной, друг за другом расположены два члена экипажа. В остальном он вроде как практически ничем по боевым возможностям не отличался от обычного серийного Су-27. Ну, единственное, что используется для подготовки летчиков, переучивания летчиков на Су-27. Ну, единственное, что можно сказать, что да, наверное, все регалии этих самолетов перечислять очень долго, собственно. Единственное, что можно сказать, что конкретно вот Су-27 различных модификаций, они выпускались где-то до конца, второй половины 90-х годов. После уже выпускались машины на их базе, там различные, но которые в целом, в принципе, наследуют и ведут свою родословную от Су-27. Соответственно, что дальше? По самой коробке, да, новый бокс-арт, вот такой вот новый формат коробки звезды. Соответственно, на обратной стороне тоже, опять же, новая красивая коробка, где у нас присутствует историческая та самая справка небольшая совершенно, всего 178 деталей, 72 масштаб, я не сказал, по-моему, 31 сантиметр. То есть видим, что несмотря на то, что масштаб 72 достаточно длинный, то есть это тяжелый истребитель, большая машина. Ну и, соответственно, фотографии собранной модели вот здесь есть. В соответственно, можно увидеть, что у нас уже определенно будет вариант на ВПП, даже с лесенками. Соответственно, показано вот открыт фонарь кабины, два места, два члена экипажа. Красиво раскрашенные сопла двигателей с эффектной побежалости, ну и всякие другие элементы, а также вот мы видим логотип КБ Сухого, то есть у звезды, как обычно, лицензионная модель. Значит, давайте, что по боковикам еще, опять же, да, краски на Тamiya звезда тоже стандартно, не так уж, кстати, много красок. Декаль нарисована, ну, видно, что как бы уменьшенный масштаб, но судя по количеству всего на декали, судя по всему, будет огромная. Ну, те же самые размерности и другие самолеты, где, в частности, да, вот у нас есть усовершенствованный Су-27, одна из модификаций, тоже в линейке звезды. Вот это, кстати, я не помню. Возможно, это еще из эпохи перепаков. Точно не уверен. Фланкер Д у нас палубный есть. И МиГ-29, тот самый истребитель, значит, второй в доктрине.
Советского Союза, да, ну, собственно, МиГ-29 и Су-27 это основа истребительной современной, ну, как сказать, современной, ну, в каком-то смысле советской российской авиации. Ладно, давайте смотреть коробку. Коробка у нас из двух частей, как обычно, с боковой загрузкой, да, с одной стороны, очень крепкая, надежная, но с другой стороны, конечно, извлекать из нее это та еще задача. Сейчас мы разберемся с ней. Так. Вторая коробка у нас присутствует внутри, да, просто картон. Значит, тут уже, как обычно, по звезде верхняя загрузка. Внутри, соответственно, пакеты с литниками. Их несколько, я смотрю, у нас даже. А именно, пакетов у нас получается 3 больших и 1 маленький. Помимо этого присутствует пакетик с прозрачкой, достаточно много прозрачных деталей. Да, фонарь у нас большой. Да, это новая модель как бы относительно звезды, тут уже у нас цветная вкладка. Большая достаточно цветная вкладка по окраске. Декаль, действительно огромный лист, то есть это, ну, наверное, опять лист декали, то есть, ну, как бы понятно. Но, впрочем, авиации даже 72-й масштаб ожидаемо. Ожидаемо, листочек предупреждений и достаточно толстенькая такая книжица инструкций, несмотря на то, что всего 178 деталей. Про упаковщика ничего не написали. Так, а почему у нас 2 инструкции? А, все. Так, я понял, почему книжица показалась мне толстой, потому что, собственно, неназванный, нет, именно 15-й упаковщик расщедрился и положил целых 2 инструкции. Кстати, впервые мне такой в модели звезды попадается. 2 инструкции, ну ладно, нам, я думаю, одной хватит, я надеюсь, они, наверное, ничем не отличаются уже, да, надеюсь, эти инструкции. Ну, будем смотреть, да, ну, тут все как обычно, 2 предложения исторической справки и показаны из интересного 2 варианта. Соответственно, есть вариант у нас на взлетно-посадочной полосе, тут у нас богато, тут у нас и башмаки даже есть под шасси, и 2 лесенки, и 2 фигуры членов экипажа, ну, можно назвать пилотами, и всякие там раскрытые элементы аэродинамических тормозов, и фонарь кабины, ну, прям интересно, прям хочется, да, такое прям собрать, наверное. Ну, и летный вариант, соответственно, видно, что оба члена экипажа, то есть варианты уже сидят с закрытым фонарем. Подставка, судя по всему, кстати, а где подставка? А подставка была? А подставки-то, кстати, не положили. То есть у звезды действительно иногда кладут подставки в коробке с моделями, но вот конкретно здесь, я смотрю, подставки-то и не было. Видимо, соответственно, мне положили 2-ю инструкцию все в счет подставки. Если шли подставки, мы тебе не положим, зато кинем 2-ю инструкцию. Да. Ну, лучше подставку, хотя, скорее всего, я, если буду собирать, то, скорее всего, наземный вариант, он, мне кажется, более, наверное, каким-то разнообразным, интересным. Хотя летный вариант тоже прикольный. И дальше сразу начинается, собственно, сборка. Ну, точнее, нет, раскладка литников. Ну, как мы видим, да, в принципе, все то же самое, что уже, собственно, я видел. Деталей не очень много, вот так вот смотришь. Соответственно, и сборка. Ну, формат инструкции стандартно звездовский. Все, собственно, начинается у нас с подсборок по кокпиту. Я так понимаю, собственно, 2 у нас места посадочных. Написано, как раскрашивать, собирать кресла, соответственно, руды. Соответственно, что у нас дальше? Подсборки сопел здесь же почему-то внезапно у нас сходу возникают. Ну, в принципе, понятно почему. Понятно, как ставить, собственно, ну, эту условную гондолу кокпита и приборной доски на, собственно, верхнюю часть половины корпуса самолета, а также у нас получается тут вот центроплан и склеивается из 2 половин, вот такого вот он формата. Соответственно, кое-что просверливать придется, судя по всему, наверное, под подвес вооружения, так как модель, она унифицируется, по-моему, еще с несколькими вариантами машин на базе Су-27, там, по-моему, Су-30 точно у звезды есть, то, наверное, понадобится какое-то досверливание, судя по всему. Точнее, проколы, ну, в данном случае, то есть сверлить даже не придется, наверное, кого сверла нет. Можно и просто проколоть, а кое-где нам что-то, судя по всему, ну, прорезать дыры, да, придется, да. Прорезать, прокалывать кое-что для варианта сборки, для различных вариантов сборки. Но это, возможно, дырка под подставку, если 2-й вариант у нас идет. Не совсем понятно, но дырка под подставку меня не то чтобы сильно интересует. И дальше, соответственно, под сборки опять мы возвращаемся к креслам пилота. Судя по всему, да, у нас сделали даже в этом варианте, судя по всему, какие-то детали с привязными ремнями, насколько я понимаю. То есть вариант для, соответственно, пустого кокпита с членом экипажа, которые стоят наружу, у нас, видимо, детали ремней будут. А вот, собственно, детали к фигурке пилота в варианте, если он сидит в кабине, ну, оба, собственно, одна и та же, я так понимаю, используются. Детали по двигателям, по соплам опять, детали, собственно, по пустым креслам пилота для сборки на полосе, для сборки на полетный вариант, на летный.
Хотя, в принципе, не знаю, ну что нам мешает, в принципе, скомбинировать, условно, вот мы не хотим ставить, условно, пилотов рядом, а хотим, например, посадить, но фонарь оставить открытым. Мне кажется, можно, наверное, теоретически скомбинировать, и скомбинированный вариант по пилотам сделать, ну, мне так кажется. По крайней мере, показано, да, как раскрашивать, в частности, вот на фигуру пилотов, членов экипажа очень много у нас различных красок идет, и потом крупная сборка по корпусу, соответственно, вот эта верхняя часть оставится, вторая ответная половина частей крыла, то есть, в принципе, крылья достаточно просто собираются, то есть как-то по соосности, горизонтальности тут ошибиться особо невозможно, так как вот все у нас основное дано в крупные детали, тут же и соплодвигатели устанавливаются, и, соответственно, дальше буквально по корпусу у нас все крупными подсборками продолжается, различные, я так понимаю, элементы по крыльям обтекателей, подкрылки, закрылки, хвостовое оперение, соответственно, вот это вот все, гондолы, соответственно, воздухозабора, я так понимаю. И что еще? Ну, вот крупные подсборки, а вот здесь и совмещаем в одну деталь. Также по кокпиту мы вот тут возвращаемся. Прицельные, судя по всему, приспособления из прозрачки, видимо. Частично у нас же предлагают уже начать сборку, собственно, остекления кокпита, фонаря. Оно там из нескольких деталей у нас. Собственно, вот это воздухозабор ставится крупными деталями. Частично подвесы вооружений. Да, подвесы вооружений были у машины и между двигателями, и спереди фюзеляжа. Тут какие-то подкрылки, закрылки. То есть достаточно много всего. Кстати, кое-какие детали предлагают почему-то наносить уже прямо вот здесь. Хотя, как казалось бы, вроде как бы мы еще до окраски-то ничего крупного не доходили, но вот уже какие-то декали предлагают поставить. Ну, не совсем понятно, в чем логика. Может быть, просто сверяться с этими шагами инструкции, когда будем, собственно, наносить декали. В самом конце, да, опять вариации у нас перечислены, где что, соответственно, полетный, неполетный. И 12-13 шаг у нас шасси. Ну, соответственно, по сборке стойки шасси, да, тут стандартная схема, две точки сзади, одна спереди. Соответственно, тоже, видимо, есть вариации на сложенное шасси, на разложенное шасси. Ну, достаточно много детализации всего. Тут и прозрачка по шасси идет у нас по передней стойке, и там по створкам ниже для шасси тоже какая-то там детализация есть. Я уж, конечно, не думаю, что супер какая-то невероятная. Все-таки это всего лишь звезда у нас. Ну, что-то можно изобразить. И, в принципе, 15-му шагу вот у нас вооружение. Вооружение в наборе есть. Но я так понимаю, насколько понимаю, одна вариация, соответственно, различные варианты ракет. Вроде как бы всего, по-моему, 10 подвесов должно быть, хотя, возможно, на вариации УБ, может быть, там и отличалось немного. Частично, да, подсборки ракет, сразу же по окраске по ним показано. А, здесь у нас, кстати, всплывают и члены экипажа для варианта 1. То есть на ВПП, вот здесь микроподставочка предлагает нам их покрасить. Но я, честно говоря, склонился бы к варианту на ВПП, но сидящими в кабине пилотами. Вот, мне кажется, так интереснее, да, потому что, ну, это все-таки какой-то вариант уже, ну, такой вариант, это однозначно какой-то диорамный вариант, да, просто так рядом с моделькой собранной ставить двух пилотов, если у тебя, например, нет диорамы с красивой ВПП, там, ну, это как-то странно, наверное, поэтому я бы, наверное, усадил бы их все-таки в кокпит. Ну да ладно. В общем, показана вариация собранного фонаря, ну, я так понимаю, это для варианта полетного. А, нет, это вообще для варианта. То есть фонарь у нас полностью открывается, соответственно. Да, подсборка фонаря у нас общая. Ну, частично вот тут единственное его крепление отличаются детали для открытого-закрытого фонаря. Лесенки, опять же, для варианта на ВПП. Тут воздушный тормоз, я так понимаю, раскрытая. Вот эта большая панель, это тоже для варианта ВПП. Вот этот весь, а вот этот вариант для полетного варианта. Соответственно, что еще тут можно сказать? Да, тут предлагают нам подставку, которой нет в наборе. А, ну тут, кстати, честно написано, что подставка в комплект модели не входит. Ладно, значит, никто никого не обманывал. Соответственно, честно нам об этом пишут. Но почему-то в некоторые модели, кстати, звезда подставку кладет бесплатно, в некоторые почему-то не кладет, в чем логика не ясна. И конкретно 18-й шаг у нас, собственно, сборка-то и оканчивается. Вот и все. Башмаки, опять же, вот да, это тоже прикольно такой элемент. Не часто в моделях такое встретишь. Ну, хотим ставим башмаки, хотим не ставим. Это уже как захотим. И последний лист тоже не всегда встречается на моделях звезды. Это большая, достаточно такая черно-белая схема нанесения технических декалей. То есть это частично. Это не все декали перечислены, которые у нас дальше будут, видимо, на цветной вкладке, а именно техническая информация, судя по всему, общая для всех возможных вариантов окраски. Это технически всегда на самолетных, авиационных, особенно современной авиации модели, ее дофига и больше. То есть, если уж касаться декалей, вот смотрите, вот этот листочек опять условно испещрен микроскопическими техническими вот этими надписями, вот это все придется наносить. И об этом нам, собственно, этот огромный листец нам грустно и поведал. Да, ну а помимо этого окраска у нас еще включает в себя огромный такой А4 лист, цветную вкладку, где
несмотря на то, что на коробке перечислено немного цветов, то вот на этой цветной вкладке у нас перечислено, ну, это, судя по всему, наверное, на все вариации, правда, ну, тут, наверное, красок 20 различных, наверное, надо внимательнее все-таки смотреть, может быть, не все для конкретного варианта нам понадобятся, и вариантов много, то есть, я так понимаю, 2, 3, 4, 5, аж целых 5 вариантов окраски различных. Тут есть интересные варианты, на самом деле. В частности, вот первый самый вариант — это самолет, на котором, соответственно, президент Российской Федерации в 2020 году совершил полет, ну, понятно, в виде второго члена экипажа, как бы, да, вместе вот с летчиком, с генералом Харчевским. 2000 год. Кто помнит, широко известные кадры, по новостям тогда тиражировали очень много эту такую пиар-акцию, скажем так. Ну вот, можно изобразить. Да, судя по всему, и фигурка одна будет у нас тогда изображать понятно кого. Второй вариант на 2014 год, кстати, нестандартная окраска, потому что стандартная для Су-27, насколько я понимаю, является как раз вот эта окраска, вот такие вот пятна, камуфляж, серо-голубой, серо-синий, то есть вот он видно, в частности, встречается на некоторых вариантах. А вот такой серый окрас — это скорее что-то такое, ну, специфическое, то есть Хатилова. Это у нас вариант на, соответственно, на учебный какой-то борт. Тут они такую забавную, прикольную раскраску с триколором. В частности, триколор, я так понимаю, для этого варианта дают крупными, большими декалями. То есть вот это все дается декалями. Ну, наклейка, нанесение таких крупных декалей — это на самом деле достаточно сложная и нетривиальная вещь. То есть тут как бы черт его знает, может быть легче подкрасить, но сам вариант очень красивый, очень прикольный. То есть это не какая-то пилотажная группа, я так понимаю, это именно просто учебный борт. Кстати говоря, у звезды по старой генерации Су-27, которая, судя по всему, в перепаке, была модель Стрижи, пилотажная группа. Ой, нет, извиняюсь, не Стрижи, а Русские Витязи. Russian Knights, или как-то так. Но, если не ошибаюсь, та модель со стрижами, почему я все время хочу стрижами назвать, с русскими витязями, она была, по-моему, еще не на звездовской генерации Су-27, а, по-моему, еще на перепаке. Могу, конечно, ошибаться, прям сам не копался, но вроде как да. Так что надо быть внимательным, что эти стрижи, они, по-моему, еще кое-где в магазинах могут встречаться, и, скорее всего, сама пластик, сама моделька там, скорее всего, чье-то старье, а не вот эта новая модель. Так, да, вот опять раскладка, вот такая опять стандартная, но, судя по всему, флотский Северодвинск Су-27, но, нет, Североморск. Но это не палубный Су-27, это наземного базирования, судя по всему. И с чуть-чуть отличающейся окраской это у нас Чкаловск, Карелия, 2002 год. В общем, борта самый поздний из вариантов окрасок, это как раз, наверное, 2014 год. Вот этот борт в сером цвете. 2015. Ну да, как уже скажу, что сейчас Су-27 уже с 90-х годов, именно Су-27 различной модификации не производятся. Соответственно, постепенно они исчезают из войск. Они заменяются более современными самолетами на их базе. Так вот, все с бумагами вроде как наконец завершили, и можем, соответственно, посмотреть пластик. Вообще, хоть деталей вроде всего 200 штук, да, кажется, что по ощущениям, как будто их больше. Почему-то. Потому что достаточно такие объемные пакетики у нас присутствуют. Ну и сама машина не маленькая. Так, первый большой пакет у нас. Крупная деталь, вот специальной такой рамки, нижняя часть центроплана, фюзеляжа с деталями же крыльев, такой шершавенькая такая текстура пластика. Ну, не знаю, по идее краска должна хорошо ложиться. Как уж выглядеть потом точно не могу сказать. Детали по двигателям частично тут. Расшивка внутренняя, ну, такая, не выглядит она глубокой, хотя она не заплывшая. Ничего. Просто изначально такая, тут по низшим шасси, наверное, по креплениям воздухозаборов, такая вот штуковина у нас присутствует. Также из крупных деталей присутствуют детали, опять же, нижней части, точнее нет, верхней в данном случае, судя по всему, части задней части фюзеляжа. Такая же абсолютно расшивка, такая же текстура пластика, детали крыльев ответные вот такие вот у нас тоже. Ну, соответственно, собирать будет, ну, не знаю, возможно, мизерное количество шпаклевки, конечно, понадобится, чтобы там что-то со стыками сотворить. Все вот так вот это все стыковать. Где-то шпакля, возможно, на стыках с фюзеляжем там понадобится, но, наверное, не очень много. И детали, опять же, дополнительные обводы, то есть там, наверное, по воздухозаборам, возможно, по двигателям какие-то сопла тут. Ну, мелочевка тут же вот у нас, да, круглые детали сопел.
Сюда же попало кресло у нас одного из членов экипажа почему-то, не знаю, почему-то именно здесь решили его разместить. Ну и какие-то там еще элементы крупные по корпусу. И помимо этого же в этом пакетике еще и слегка такой загнувшийся литник, носовой обтекатель, вот такой в одну деталь, ну тоже достаточно стандартная тема. Хвостовое оперение, соответственно, подвесы вооружений, деталь, не помню чего, вот это вот что такое. Вот на лестницу не похоже, может быть зацеп на буксировку какой-то, хотя вроде в инструкции я его не видел. Да, деталь лесенок, вот стойки шасси, колеса по шасси, вот видно, что маленькое переднее, судя по всему, колесо в одну деталь сделано. Рисунка протектора никакого вроде бы нет. Что, стойки, задние стойки, вот так забавно изогнулся литник. Ну да ладно, судя по всему, ни на что это не повлияло. Всякие антенны, датчики, мелочевка и так далее. Отлито все, в принципе, ну, форма, судя по всему, не очень старая, то есть им, ну, относительно, да, где-то, наверное, около 6-7 лет, наверное, я так понимаю, может быть, отдельно чуть поменьше. Соответственно, литье выглядит вполне себе, ну, то есть не видно каких-то очевидных дефектов, да, или эффектов как старения, деградации пресс-форм. Все выглядит достаточно новеньким. Если какие-то претензии есть, то они заложены изначально, да, сами пресс-формы, то есть они не успели еще особо-то деградировать, опять же. Это та генерация моделей, повторюсь, Су-27, которая разрабатывала сама звезда. То есть не путать с более ранними Су-27, которые звезда, судя по всему, перепаковывала чужие, более старые модели. Также здесь верхняя часть, та часть, что кокпит, и за ним, соответственно, тоже крупная деталь, соответственно, ну, как бы именно в стыковке вообще, судя по всему, проблем каких-то быть не должно. Опять же, хвостовое оперение, детали по воздухозаборам, тут элементы обтекателей всяческих, немножко деталей по внутренности кокпита, ну и какая-то супер мелочевочка, вот две детали по колеса шасси, почему-то только две половины, где остальные две половины, видимо, на каком-то другом литнике, насколько я понимаю. Ну вот здесь сделано не в одну деталь, опять же, рисунка протектора нет, ну такой вот шасси. И здесь, в этом же втором пакетике у нас маленький литник с нишей, собственно, по кокпиту, два места. Второе кресло у нас. Ну, кстати, понятно, да, почему второе кресло было на другом литнике, потому что... Ну, хотя, судя по всему, нет, это, видимо, ну, понятно, наверное, почему, потому что вот этот литник, он, видимо, уникальный, скорее всего, именно для модификации УБ, соответственно, тут два места, дополнительное кресло, видимо, а то кресло, наверное... Было возможно для вариации Су-27 с одним членом экипажа, еще и лесенка вторая, тут много всяческой мелочевки, ну, не знаю, буксировочное какое-то устройство, что ли, что это такое, не совсем понимаю. Или это детали от лесенки именно. Ну, да и ладно, собственно, не суть важно. Какие датчики, антенки и т.д. и т.п. Всяческая мелочевка, детали по воздушного тормоза и, соответственно, все, что здесь есть. И, собственно, у нас последний пакетик большой с литниками. Тут у нас в основном вооружение. Я так понимаю, два дублирующих литника. Да, абсолютно дублирующих литника. В основном тут вооружение. Не могу сказать чисто визуально, вроде бы, по-моему, звезда никакой информации по номенклатуре, именно названию вооружений не дает. То есть чисто вот ракеты, чисто зрительно, как не знаток, не могу сказать, что тут воздух-воздух, что тут, возможно, что-то другое. Ну, скорее всего, наверное, так как самолет все-таки истребитель, наверное, все-таки в основном воздух-воздух у нас вооружение должны быть. Да, у машины, если что, помимо ракетного вооружения, еще и есть автоматическая пушка, там где-то в обводе крыла она встроена. Помимо этого сопла детали, то есть помимо этого детали колес, ну, судя по всему, то колесо, видимо, какое-то отдельно у нас существующее, вот у нас два колеса отдельно на этих дублирующих литниках. Присутствуют подвесы вооружений, собственно, ракеты. Ну, так вот оно все, в принципе, выглядит. И всяческая дублирующая мелочевка. Тоже особо, как бы сказать, прям сильно много нечего, отлито вроде все достаточно адекватно, скажем так. То есть видно по модельке, что она достаточно для звезды достаточно свеженькая. Это не какое-то 30-летнее старье. Так, совершенно две маленькие литниковые рамки по экипажу. Они абсолютно, судя по всему, одинаковые. То есть, как бы на два вариации, соответственно, стоящий, соответственно, на ВПП у самолета. Два
идентичные фигурки, я бы сказал, в варианте диорамы, наверное, две абсолютно идентичные по позам фигурки, да, как два клоуна-близнеца, это, наверное, странновато немножко выглядит, разве что какое-то позирование для фото. А вот сидящие, соответственно, в кокпите, ну, в принципе, мне кажется, поживее немножко выглядят. Такая вот еще микроподставочка. Значит, это весь у нас непрозрачный пластик, и, соответственно, последнее, что мы посмотрим, это литник с прозрачкой. Он небольшой, но на нем несколько деталей, так как фонарь кабины, он собирается из нескольких деталей, сложной такой формы. Ну, кстати, пластик немножко грязноватый слегка, местами как будто немножко мутноватый, но в целом вроде бы нормально. Ничего тут такого нет, какие-то приборы освещения, прицельные приспособления, возможно, и так далее. Вот такой вот у нас фонарь кабины. Ну, собственно, на этом вот у нас небольшой обзорчик Су-27. Су-27 в модификации УБ, российский учебно-боевой, Спарка. На этом все.